Если вы думаете, что падение биткоина ниже 80 тысяч на этой неделе является сигналом для продажи, Кит Майкл Селлер так не считает. И даже наоборот, он говорит, что лучше продать свою почку, но ни в коем случае не биткоин. Мотивация, конечно, хорошая, но пока еще не все так плохо. Да, друзья, несмотря на исторический тренд положительного февраля, прошлый месяц стал третьим неудачным февралем за последние 12 лет. А виной всему стали те самые тарифы Трампа и опасения инвесторов насчет роста инфляции в США. До инаугурации Трампа рынок был настроен расти и пробивать новые максимумы. Конечно, биткоин пробил новый пик 20 января, вот только что было дальше вы и так прекрасно знаете. Трамп начал угрожать этими тарифами всем, включая ЕС, а против Китая он вообще ввел их дважды, по 10%. Хотя, зная Трампа, про первый он мог вообще даже не вспомнить. Скажу честно, после 20 января я также надеялся на рост. И как и многие наши зрители в комментариях под прогнозом на февраль, ожидал, что он будет зеленым. Но, к сожалению, черный лебедь из моего прогноза на 25 год оправдался. Ведь вот в этом видео я говорил, что экономическое напряжение и неопределенность в отношении политики Трампа может вызвать проблемы на крипторынке. И по факту так и произошло. Я прекрасно понимаю, что Трамп не оправдал ожидания многих инвесторов, что показал наш недавний опрос в Telegram. И даже некоторые аналитики заявляют, что криптохайп Трампа ушел. Но знаете, что сейчас находится перед вами? Заявление Белого дома о проведении первого за всю историю США криптосаммита, который пройдет 7 марта. На этом саммите соберется вся криптоэлита Америки, и известно, что они будут обсуждать стейблкоины, криптозаконы и другие правила регулирования. Но сейчас появляется все больше слухов о том, что Дэвид Сакс, которого Трамп назначил главным по крипте в Америке, объявит о запуске биткоин-резервов США. Такое событие не только спровоцирует масштабный рост, но и полностью аннулирует негативное влияние на рынок в виде тарифов Трампа. По многим прогнозам, 7 марта может перевернуть рынок, а также изменить криптоиндустрию США в целом. Но все ли так положительно, как может показаться на первый взгляд? Или аналитики реально правы, и эффект криптополитики Трампа уже не имеет такого сильного влияния на рынок? Конечно же, друзья, на этот важный вопрос я отвечу в этом ролике. Мы обсудим все нюансы этого криптосаммита и постараемся определить, как именно он повлияет на рынок в первой половине марта. Но кроме этого мы обсудим вообще все важные события марта, начиная от разблокировок токенов на 3 миллиарда долларов, заканчивая экономическими отчетами. А вот что касается большого биткоин-прогноза на март, то вы его получите уже в следующем видео, где мы разберем ключевые уровни покупки и цели по биткоину на месяц. Так что обязательно поддерживайте видео лайком и напишите в комментариях «Хочу прогноз на март», чтобы мы его сделали как можно быстрее. Но с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, март реально обещает быть насыщенным месяцем для криптоиндустрии. И помимо тех событий, которые мы разберем сегодня в ролике, есть еще множество других, которые мы собрали для вас вот в такой криптокалендарь на март, который вы можете получить в нашем телеграм-канале. Там собраны все самые главные события, а также разблокировки токенов с четкими датами. И, например, уже в ближайшее время начнутся разлоки токенов тон. Поэтому, чтобы узнать, когда они произойдут и как это повлияет на цену тонкоина, переходите в наш телеграм-канал, сохраняйте себе этот календарь и следите за всеми важными событиями, ведь поверьте, в марте их будет очень много. Из последних таких новостей стали новые заявления Трампа по тарифам в размере 25% против ЕС, ведь у Макрона, наверное, не получилось найти общий язык с Трампом, хотя не только у него. Но и Китай, чтобы, как говорится, не расслаблялся, помимо 10% пошлин, получил еще 10 сверху, и все они начали действовать с 1 марта. Спросите, а при чем здесь крипта? А при том, что на фоне опасения роста инфляции и более длительного сохранения процентных ставок на высоких уровнях, индекс доллара стремительно начал расти. А когда такое происходит, инвестиции в рискованные активы сокращаются, о чем я говорил ранее. Причем в крипту они сократились до такой степени, что 25 числа отток из ETF пробил рекордный уровень более 1,1 миллиардов долларов, из-за чего биткоин и упал ниже 80 тысяч. Но если подвести промежуточные итоги, есть и положительные новости в виде данных по ВВП, а также отчета по инфляции. Под конец февраля данные по ВВП за четвертый квартал прошлого года показали снижение с 3,1 до 2,3%. Да, в падении ВВП ничего хорошего нет, но он совпал с прогнозами, и это уже неплохо. А вот индекс цен, за которыми следит ФРС, оказался ниже прошлого показателя в 2,9% и составил 2,6%. Рынки после такой паники отреагировали на эти данные положительно, ведь акции выросли, а биткоин подскочил выше уровня 80 тысяч. И сразу же начали появляться статьи с заголовками, что коррекция окончена и нам нужно готовиться к развороту. Конечно, с такими выводами мы спешить не будем, ведь максимально подробный прогноз на март мы сделаем
в следующем видео. А сейчас давайте лучше разберем те события, которые будут задавать общее настроение на рынке в марте. И само собой в центре внимания в марте будет тот самый первый в истории крипто-саммит в Белом доме, который проведут 7 марта. Давайте же узнаем все подробности этого события. Все началось с того, что буквально вчера Дэвид Сакс, это так сказать правая рука Трампа в области крипты, выложил вот такой документ, где сообщил, что 7 марта Трамп проведет первый саммит по криптовалюте в Белом доме, на котором лидеры отрасли обсудят политику регулирования, надзор за стейблкоинами и потенциальную роль биткоина в финансовой системе США. Как сообщается, среди участников саммита будут присутствовать известные основатели, генеральные директора и инвесторы из криптоиндустрии, а также представители рабочей группы по цифровым активам. Четкого списка приглашенных нет, но мне кажется, там будет глава Ripple, возможно гендиректор Coinbase, скорее всего Илон Маск, куда же без него, ну если повезет, то может быть и Сейлор. Трамп уже дал понять, что криптовалюта, а также ИИ, является для него национальным приоритетом, и он не хочет, чтобы лидером в этой индустрии стал Китай или еще кто-то другой, за счет чего предстоящий саммит может стать ключевым событием, которое определит тон регулирования криптовалют на ближайшие 4 года. И знаете, что интересно? У Дэвида Сакса есть всего 2 года, чтобы произвести и внедрить прокриптополитику до промежуточных выборов США в 2026 году, и соответственно время у текущей администрации ограничено, а если республиканцы потеряют контроль над обеими палатами Конгресса, то эти новые криптозаконы могут притормозить демократы, большая часть из которых не совсем хорошо относятся к биткоину и крипте в целом. Четких подробностей того, что будут разбирать на саммите, пока еще нет, но кроме контроля стейблкоинов и новых правил регулирования, особое внимание уделяют биткоин-резерву. И прямо сейчас активно обсуждают тот факт, что Дэвид Сакс может объявить о создании биткоин-резерва в США после этого саммита, что несомненно отразится на всем рынке. Как вы видите, интерес к стратегическому резерву биткоина в США также растет. На данный момент, по крайней мере, 24 штата ввели законопроекты, связанные с потенциальным резервом биткоина. И если биткоин вырос на 150% после того, как его начали покупать фонды, такие как BlackRock, когда запустили ETF, то представьте, что будет с ценой, если его начнет накапливать правительство США. Потенциал влияния такого события очень высокий. Вот только есть одна проблема. Если на саммите не будет опубликован готовый план закупок биткоина или конкретные этапы создания этого биткоин-резерва, реакция рынка будет нейтральной. И конечно же никакого пампа мы не увидим. Но друзья, с другой стороны, давайте понимать, что любые шаги правительства США в сторону крипты это уже хорошо. Ведь просто вспомните прошлые года, когда на крипторынке вечно затягивали гайки, подавали судебные иски, на монетах ставили клеймо ценных бумаг и так далее. Сейчас же политика изменилась в пользу крипты, что нельзя не учитывать данный факт в долгосрочной перспективе. Так что за всеми подробностями этого саммита мы внимательно следим. И кстати уже готовимся к потенциальной волатильности рынка, чтобы на ней можно было заработать. Ведь в нашей подписке Coin22 Pro ежедневно публикуется аналитика на различные монеты с лучшими торговыми идеями. И например на протяжении этой непростой недели мы активно шортили рынок и фиксировали профит на падении. Да, друзья, во время падения также можно оставаться в плюсе. И мы вам покажем как. Ведь у нас есть пошаговое обучение, причем абсолютно с нуля для каждого новичка. А все подробности про в виде поддержки, сборки портфеля, торговых стратегий, трейдинга и так далее вы можете получить в описании под видео. А раз уж мы уже затронули изменения в криптополитике США, хотел бы разобрать важное событие, которое может произойти уже 14 марта. И это закрытие судебного дела против компании Ripple. Сперва немного предыстории. На этой неделе SEC закрыла расследование по 4 криптокомпаниям, которые были начаты еще при Генслере. В понедельник было закрыто самое громкое расследование в отношении биржи Coinbase, которую обвиняли в продаже ценных бумаг под видом крипты. Но как мы знаем, Генслера из SEC выгнали и временно назначили прокриптовалютного Марка Уэйда. Во вторник закрыли дело против платформы Robinhood. В среду прекратили расследовать Uniswap, а в четверг дочернюю компанию MetaMask Consensus. Вопрос, кто следующий? Именно поэтому многие думают, что это Ripple. Юрист Джереми Хоган на днях написал, что SEC согласилась приостановить судебный процесс Tron Foundation и просит судью дать 60 дней на его расширение. Хотя, чтобы вы понимали, против Tron там целый букет обвинений, связанных с незаконной продажей ценных бумаг, мошенничеством, манипулированием рынком и незаконной переводы средств. Так Хоган считает, что после этого SEC закроет дело Ripple и назвал даже 3 потенциальные даты: 14 марта, 11 апреля и 1 мая. Конечно, будем надеяться, что дело закроют в ближайшее время, а если это произойдет в марте, то будет вообще отлично. Но думаю, XRP явно заслуживает отдельного видео. И если вы думаете так же, пишите в комментариях. Также в марте нас ждут масштабные разблокировки многих монет на общую сумму почти 4 миллиарда долларов. Как вы можете заметить, среди этих токенов есть SUI, Arbitrum, Aptos, Manta, OP, даже мемкоин жены Трампа Мелании
внимание и многие другие. В целом более 32 проектов разблокируют токены на сумму более 3 миллиардов долларов. Больше всего разблочит Arbitrum. Проект выпустит более 1 миллиарда токенов к 16 марта. Это составляет 87% от его текущего оборотного предложения. Из разблокированных токенов 673 миллиона достанется основной команде проекта, а 438 миллионов распределять среди инвесторов. Учитывая огромный объем токенов, поступающих в обращение, цена Arbitrum, как и многих других монет, может столкнуться с сильным давлением, если не будет должного спроса. Но если говорить о разлоках, то отдельного внимания заслуживает Тон, потому что в марте на рынок поступит 16 миллионов монет на 52 миллиона долларов, и они будут проходить регулярно вот в эти дни, до конца марта. И на самом деле цена Тон уже реагирует на эти разблокировки, так что можете прямо сейчас поставить видео на паузу и заскринить все эти предстоящие разблокировки на март, ведь история показывает, что избыточное предложение монет на рынке и отсутствие спроса сильно дампит цену токена, и особенно если вы инвестируете в эти монеты, обязательно учитывайте данные разблокировки. А теперь давайте немного отвлечемся от криптособытий, ведь в марте нас также ждут различные экономические отчеты, которые будут оказывать влияние на рынок, и вы сами видите, что происходит с биткоином, когда индекс доллара растет из-за угроз инфляции от тарифов Трампа. Конечно же, поскольку в марте начинают действовать эти пошлины, риски роста инфляции остаются очень высокими, и по факту ИПЦ за январь, когда эти тарифы еще даже не работали, уже показал рост до 3%. Следующий ИПЦ за февраль нас ждет 12 марта. На сегодняшний день официальных прогнозов нет, но риски его роста очень высокие, и по некоторым прогнозам мы можем увидеть рост выше 3%, что негативно отразится на фондовом и криптовалютных рынках. Ведь после данных по ИПЦ нас ждет не менее важное заседание ФРС, где объявят процентную ставку. Но поскольку цены в США в январе выросли больше всего за последние 1,5 года, при этом американцы столкнулись с ростом расходов на ряд товаров. Это подтвердило заявление ФРС о том, что она не спешит возобновлять снижение процентных ставок на фоне растущей неопределенности в отношении экономики. Сейчас шансы на снижение ставки в марте на 0,25% составляют всего 7%, из-за чего на понижение мы точно можем не рассчитывать. Как я говорил ранее, высокие ставки ФРС уменьшают инвестиции в рискованные активы, ведь крупным фондам проще купить облигации с меньшим риском и высокой доходностью во время роста индекса доллара. В последних протоколах ФОМС, которые были в январе, говорилось, что политики ФРС в целом считали, что снижение процентной ставки произойдет позже, чем прогнозировалось ранее. Это означает, что любые снижения могут произойти позже в этом году, если они вообще произойдут. Кроме того, в феврале Паул сказал, если экономика останется сильной, а инфляция не будет двигаться к нашей цели в 2%, то мы сможем сохранить высокие ставки намного дольше. Тарифы Трампа могут также усложнить принятие решения ФРС в 2025 году. Масштаб тарифов полностью пока еще непонятный, ведь многие тарифы еще планируются, но пока еще их не ввели. Возможно, ФРС решит рассмотреть любое единовременное повышение цен, вызванное тарифами. Однако, если бы произошла более масштабная торговая война, или если бы компании использовали тарифы как способ поднятия цен на более широкий спектр товаров, а также услуг, то ФРС может отреагировать на эти более широкие экономические последствия. Поэтому в любом случае, за экономическими отчетами и заявлениями Трампа стоит следить, и лучше всего это делать в нашем Telegram, ведь там выходит только самая актуальная информация. Возвращаясь к криптособытиям, в марте нас также ждет обновление Пектра для эфира. На самом деле его подготовка началась еще в феврале, и об этом обновлении я подробно рассказывал вот в этом видео. Если максимально кратко, то Пектр повышает масштабируемость, эффективность и гибкость стейкинга сети, а также Пектр расширяет емкость хранилищ для блокчейна L2, одновременно снижая комиссии. 5 марта пройдет запуск обновления в тестовой сети Сиполе. Если все пройдет успешно, то где-то в середине, может под конец месяца, поскольку четкой даты нет, обновление запустят в основной сети. Эфир по-прежнему является второй монетой в моем портфеле. И кстати, на этой просадке по цене 200 я докупил его в портфель на 20 тысяч долларов. Ведь во-первых, это хороший уровень, а во-вторых, эфир это фундаментал с поддержкой от фондов, в которые стоит инвестировать в долгосрок. Конечно, большая часть внимания в марте будет направлена на Crypto Summit, а также отчеты по инфляции. Но по поводу криптополитики США я бы еще хотел добавить то, что начиная с 21 марта SEC проведет 5 так называемых криптостолов. На этих сессиях под названием «Весенний спринт криптопрозрачности» будут разбирать основные вопросы регулирования, а на первой встрече разберут статус безопасности. Это в очередной раз сигнализирует нам об изменении позиций SEC, в то время как новая администрация настроена на более широкие обновления в области крипты. Кроме этих круглых столов, SEC объявила о создании подразделения по кибербезопасности и новым технологиям, которое заменит подразделение по криптовалютам и кибербезопасности. По идее, эта новая команда будет бороться с развитием скама на крипторынке, включая искусственный интеллект. Поэтому, учитывая, что кроме саммита в Белом доме пройдет еще 5 заседаний SEC, связанных с криптовалютой, то это может сильно повысить шансы одобрения заявок
на предстоящие крипто-ETF, которых за последнее время появилось очень много. А ETF это лучший инструмент для получения притока капитала от фондов, а также больших игроков. И первым таким новым ETF может стать Litecoin, а за ним уже пойдет Solana, XRP, ADA и многие другие. Подводя итоги сегодняшнего ролика, можно сказать, что именно эти события станут самыми главными в марте. Но в любом случае другие важные события будут появляться на протяжении марта. И если реально появится то, о чем вам стоит знать, мы обязательно будем снимать отдельные ролики, ну и конечно же делиться актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Так что если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Все интересующие вопросы оставляйте в комментариях, жмите колокольчик и ставьте лайк. А вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!